coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру Доки Доки Литературный клуб плюс. И да, мы опять на этом моменте, где кто-то на фоне месит фарш вместе с костями, или как можно назвать эти склизкие непонятные звуки. Но перед тем, как мы продолжим, я хочу вам кое-что показать. Так как я думаю, те, кто смотрит мои видео по Доки Доки, возможно, части из вас хотелось бы поделиться своими теориями, может, творчеством или артами, которые вы создаете. И то, что я вам покажу, в этом вам очень поможет. Ролеплей сервер по Доки Доки. На этом сервере крайне приятная администрация, быстрая регистрация, возможность участия в разнообразных опросах или в жизни сервера, приятное общение в чате в такой же ламповой обстановке, то, что мне в этом сервере понравилось. Возможность делиться мемчиками, цитатами или теми же самыми артами. Ну и РП. Тем, кому нравится РП, этот сервер тоже подойдет. Если я вас заинтересовал, то в описании будет ссылочка на этот Discord сервер и в закрепленном комментарии. Переходите и вступайте в это дружное сообщество. Буду рад видеть в нем новых участников. Ну а теперь вернемся к игре. Мы все поделились друг с другом стихами, так? На сегодня я запланировала кое-что еще. Пожалуйста, подсаживайтесь поближе. Что она там придумала? Это насчет фестиваля? Вроде того. Фу, а нам обязательно что-то делать для фестиваля? Все равно за пару дней мы ничего толком не придумаем. Только зря опозоримся, и никто к нам все равно не придет. Меня тоже это беспокоит. Я что, кровоточил все это время и вырубился? Что? Все нормально? Зачем это было нужно, непонятно. Почему там все кровоточило? Это все останется за 7 замками и печатями. Готовиться в последнюю минуту я не умею и не люблю. Да не волнуйся ты так. Мы не станем сильно заморачиваться. Послушай, я вижу, клуб слегка оживился, когда к нам присоединился Олег, и мы начали что-то делать все вместе. Но еще рано почивать на лаврах. Нас по-прежнему всего 4. И фестиваль — наш единственный шанс привлечь новичков. Согласны? Да зачем нам вообще кто-то нужен? Тихо. Да, все верно. Нас и так достаточно, чтобы официально считаться клубом. Станет больше народу, и сразу суматоха начнется. Поди еще с ними управься. Нацуки, мне кажется, ты смотришь на это совсем не под тем углом. Разве ты не хочешь поделиться с другими людьми тем, что тебя увлекает? Вдохновить их, подарить те же эмоции, которые привели сюда вас самих. Литературный клуб должен быть местом, где люди могут самовыражаться, так как ни в каком другом месте. Здесь должно быть так уютно, чтобы не хотелось уходить. И я знаю, ты чувствуешь то же самое. Мы все в этом сходимся, я не сомневаюсь. Поэтому нам стоит потрудиться и сделать что-то вместе для фестиваля, пусть даже совсем небольшое. Ты согласен, Олег? Да ладно. Олег просто не умеет никому отказывать. Ты не имеешь права на него давить. Моника, послушай. Ты всерьез считаешь, что кто-то из нас думал о других, когда пришел в клуб? Юрий ни с кем не разговаривала, пока не появился Олег.
Что по мне, то мне тут просто больше нравится, чем дома. А Олег вообще к литературе равнодушен. Собственно, вот и все. Прости, но кроме тебя тут никому больше новенькие не нужны. Всем остальным и так хорошо. Я понимаю, что ты наш президент, но может ты хоть раз и наше мнение примешь во внимание, а? Видимо, что слова Нацуки огорошили Монику. Ага, еще как огорошили. Впервые они сказали наконец-то правду. Это совсем не так. Я уверена, что Юрий и Олег тоже хотят, чтобы нас стало больше. Правда? Не знаю, что думает по этому поводу Юрий, а мне лично без разницы. Если бы я попытался выказать столько же энтузиазма, как Моника, я бы соврал. Но кроме меня спасать положение некому. Нет, Нацуки, правда? Да? Этот клуб просто место, куда несколько человек заходят провести время. Из чего я решила, что все к этому относятся так же, как я. Но это не означает, что мы против новичков. Олег, почему ты вообще вступил в клуб? Что ты рассчитывал тут получить? Ну, это не тот вопрос, на который я могу ответить честно. Знаешь, насколько я помню, у тебя даже выбора не оставили. Тебе даже выбора не оставили, вступить или нет. Моника садится и упирается взглядом в столешницу. Какой во всем этом смысл вообще? Может, я зря создала этот клуб? Отлично, Нацуки, ты все испортила. Юрий, это сейчас крайне мерзко. Вот сейчас это прям мерзко-мерзко. А что сразу я-то? Я просто сказала, что думала. Быть честной – это что? Это что, преступление? Дело не в честности. Дело в выборе слов. К тому же ты не имеешь права так высказываться от имени всех, кто в клубе. Ты вообще ничего не понимаешь. Я просто хочу приятно проводить время с друзьями. Почему клуб не может мне этого дать? Я не понимаю. У меня очень мало других таких мест. А теперь Моника хочет отнять у меня и это. Она ничего не отнимает. Нет, Олег, это будет уже не то. То, о чем она говорит, это будет уже какой-то совсем другой клуб. Ну, хотя отчасти Нацуки тут я отчасти с ней соглашусь. Да. Иногда именно изменения могут все-таки все даже испортить. Если бы мне этого хотелось, да в школе полно дурацких клубов, выбирай любой. А этот был такой один. Я хочу сказать, какое-то время все было хорошо. Нацуки начинает собирать вещи. Я пойду домой. У меня такое ощущение, что мне тут больше не место. Нацуки. Нацуки не обращает на Юри внимания, выходит из класса. Тьфу, Нацуки, не обращая на Юри внимания, выходит из класса. Это ужасно. Я не знаю, как быть. У тебя есть собственное мнение по поводу фестиваля? У тебя есть собственное мнение по поводу фестиваля? Не знаю. Мне как-то без разницы, если честно. Кому какое дело до этой мелкой вредины? Без нее в клубе сразу стало тихо и уютно. И мне приятно, что ты здесь. И все-таки я вице-президент. Я не должна игнорировать
свои обязанности. Никто плакать не станет, если она пойдет и убьется. Вот это доброта. Я должна стараться учитывать мнение каждого члена клуба и принимать те решения, которые пойдут клубу на пользу. А ты что скажешь, Олег? Чем должен стать клуб для тебя? Юрий задает тот же вопрос, что и Моника. Я решаю, что уклончивый ответ все же лучше, чем никакого. Мне кажется, главное, чтобы все друг с другом ладили. И чтобы клуб давал то, чего ты больше нигде получить не сможешь. Я думаю, что вопрос не в количестве участников, а в их качестве. Это и сделает литературный клуб особенным местом. Ясно. Я полностью с тобой согласна. Каждый из нас приносит в клуб что-то свое, неповторимое. Каждый раз, когда состав клуба меняется, его облик в целом меняется тоже. Я не считаю, что это непременно плохо. Иногда надо выходить из своей зоны комфорта. Так что если ты хочешь помочь Монике с фестивалем, я на твоей стороне. Хорошо. Может, мы все вместе завтра поговорим с Нацуки? Юрий кивает. Юрий. Вчера, конечно, все вышло неловко, но я все равно хочу, чтобы ты это знала. Я считаю, что ты отличный вице-президент и замечательный друг. Моника, я хочу сделать все возможное, чтобы этот клуб стал самым лучшим на свете. Понимаешь? Я тоже. Ага. Давайте на сегодня разойдемся по домам. Поговорим про фестиваль завтра. Давайте. Жду с нетерпением. Пойдем, Олег? Не пойми меня неправильно, но я хочу, чтобы Олег немного задержался. Мне надо поговорить с ним перед уходом. Знать, как ему нравится в клубе и все такое. Для меня это важно, я же президент. Юрий выглядит слегка обеспокоенный, но не возражает. Ладно, делай, как считаешь нужным, Моника. В таком случае, всем пока. До завтра. Моника машет рукой, когда Юрий выходит из класса. Фух, как-то у нас стало суматошно в последнее время. Олег, я просто хотела убедиться, что тебе нравится у нас в клубе. Если ты чем-то недоволен, это было бы ужасно. Я за это в ответе как президент. И ты мне совсем не безразличен. Понимаешь? Я вижу, как другие с тобой общаются. Нацуки говорит гадости и все такое. А Юрий немножечко того. Ну ты меня понимаешь? Ха-ха. Иногда мне кажется, что тут только ты и я настоящие. Понимаешь, о чем я? Хотя это странно, ведь мы с тобой почти не общались с тех пор, как ты пришел в клуб. Ну, то есть, вообще-то я тут всего пару дней. Прости, я не хотела, чтобы мои слова прозвучали странно. Есть вещи, о которых мне хотелось поговорить с тобой. Ты один сможешь меня понять, я уверена. Постой, не сейчас, нет, прекрати! Понятно. Такое чувство, как будто вся эта игра — это какая-то такая суперсистема, которая яростно пытается блокировать любые попытки сломать четвертую стену. Как только кто-то пытается это сделать, они сразу это обрубают. Да. Ладно, приступаем к стихам. Ну, будем продолжать идти по пути Юрия, так как Нацуки я уже получил сценку, и с Сайори тоже, то давайте продолжим. Так.
Накрапывать. О, и нравится. Клетка. Катастрофа. Отречься. Моника? Там внизу Моника прыгает. Подождите. Секунду. Секунду. Анализ. Блин, нет. Существование. Ярость. Ой. Все сломалось. Судьба. Дыхание. Пустота. Аура. Шрамы. Сердце. Трагедия. Прозрение. О! Да, прозрение. Так, я понял, что перо. Так, это не то. Предельный. О. Блин, я что-то вообще как-то в ауте. Я вижу, тут вон, Моника прыгает. Философия. Сердцебиение. Несоответствующий. Скорее всего, я попал все-таки в Юри. Потому что она прыгала больше всего. Неужели там возможны именно попасть на рут Моники? Неужели это реально возможно? Ладно. Привет, Олег. Я тебя ждала. Ты готов продолжить чтение? Я сегодня принесла свой любимый вкусный чай. Моника, я тебе сказала не... Она опять опаздывает. Нацуки, ты ведешь себя невежливо, как обычно. Эй, притормози. Тебе обязательно меня перебивать своими воплями, когда я с кем-то разговариваю? Ты о чем вообще? Ты так говоришь, как будто я это делаю постоянно. Но это же неправда. Я просто не заметила, вот и все. Извини. Ну серьезно, что на тебя нашло в последнее время? При чем тут я? Ничего. Все настолько плохо. Видишь, все-таки что-то не так. Я как-нибудь справлюсь. Это сущие пустяки. Я просто слегка нервная в последнее время. И вообще тут нечего обсуждать. Мне просто показалось, что нам стоит поговорить об этом. Хотя мне в общем-то все равно. О нет. Опять я сегодня последняя. А вот и Олег. Подожди, скорее всего не... А вот и Моника. Хреновы ошибки в тексте. Ты снова играла на пианино? Ага. Ха-ха. Сколько же в тебе упорства. Ты организовала свой клуб. Еще выкраиваешь время для музыки. Я бы не называла это упорством. Наверное, это увлеченность. Это меня мотивирует заниматься фестивалем и... Так, я забыла. Кстати, Нацуки, мы вчера все поговорили. Мы вчера все поговорили и... В общем, мы решили, что хотим поддержать фестиваль. Но... Я понимаю, что тебе не хочется никаких изменений в клубе. И на самом деле мы все разделяем твои чувства. Но пока мы вместе, этому клубу ничто не грозит. Он никогда не станет местом, куда нам не захочется приходить. И еще, если ты поможешь нам с фестивалем, я куплю тебе новую мангу. Ха-ха-ха-ха. Извини. Последнее, что ты сказала, это было правда смешно. Послушай, я подумала про вчерашнее. Я не хотела вести себя так враждебно, как будто меня кто-то
как будто мне кто-то угрожает. Но это глупость. Я же знаю, мы все делаем вместе. В новичках нет ничего плохого. Главное, чтобы они были клевые. Может, еще одна девчонка придет. Это было бы прикольно. Вообще-то, я не хочу, чтобы фестиваль провалился из-за того, что я решила отойти в сторону. Я же профессионал, так что я тоже вам помогу. И мы сделаем все как надо. А вот это вот предложение с Манго, это прям, ой, как это мило, с предложением «купи», как Юри предложила Нацуки, что она купит ей новую мангу. Хотя это отчасти является подкупом. Вот и замечательно. Моника, правда это... Моника, правда? Это отлично? Моника? Моника? Да, все чудесно. Без тебя, Нацуки, это было бы совсем не то. Ладно, Олег, чем бы тебе хотелось сегодня заняться? Мне пришла в голову мысль. У нас на сегодня уже есть планы. Вот как, Юрий? Конечно. Олег уже занят. Мы с ним вместе читаем книгу. Ты разве не рад? Моника. Тьфу. Ты разве не рада, Моника, что я успела увлечь его литературой? Да, наверное. Я просто... В общем, это не имеет значения. Правда, совсем никакого. Можете заниматься чем хотите. Да. Блин, я не увидел ее лица, но кажись, там что-то непонятное было. Потом на записи пересмотрю. Спасибо за понимание, Моника. Честно, мне... Ладно, в конце уже, когда мы допройдем основной сюжет, я все выскажу уже окончательно. Свой вердикт по поводу Доки-Доки Плюс. Вообще-то у меня есть просьба. Ты не против, если я сперва заварю чай? Совсем нет. Большое спасибо. С чашечкой чая для меня чтение становится еще приятнее. Для тебя тоже, надеюсь. Юрий поднимается и идет к шкафу. Я иду за ней. Она достает с полки кувшин для воды со встроенным фильтром. Подержишь секундочку? Без проблем. Юрий протягивает мне кувшин и достает электрический чайник. Сейчас мы его включим на учительском столе и сходим за водой. Она проходит мимо меня и ставит чайник на учительский стол. Я молча наблюдаю за ней. Удивительно, когда Юрий говорит, она вечно смущается, зато двигается плавно и изящно. У нее длинные ноги, и благодаря этому она выглядит еще более сдержанной и утонченной. Так, а можно мне теперь кувшин? Спасибо, я сейчас вернусь. Я могу сходить с тобой? Не надо. Подожди тут. Я быстро. Да, знаем мы твое быстро, Юрий. Буду надеяться на не сделать ничего с водой. Юрий выходит из класса с кувшином в руке. Юрий опять тебя бросила? Нет, это не как в прошлый раз. Она пошла за водой, чтобы сделать чай. А, хорошо. Прости за глупый вопрос. Проходит 10 минут. Юрий ведь сказал, что быстро вернется. Что-то ее задержало? Мне становится скучно сидеть и ждать. Я решаю поискать ее. Логично предположить, что Юрий пошла к крану с питьевой водой. Я иду по коридору в ту сторону. Что это за звук? Он доносится из угла. Похоже на дыхание. Резкий вдох, как будто кто-то втягивает воздух сквозь сжатые зубы. Кому-то плохо? Я дохожу до угла и выглядываю оттуда. Юрий?
Что? Подожди, меня не покидает... А... Погоди. Секундочку. Вот откуда это чувствовать дежавю. Понятно, день перезапустился, блин. А я-то не понимаю, почему такое чувство дежавю. Погоди. Как я... Прости, у меня сейчас было странное дежавю. Такое ведь правда раньше... Такого ведь правда раньше не было, да? У меня что-то... Голова кружится последние дни. Надеюсь, снаружи этого никак не заметно. А то вдруг ты решишь, что со мной что я со странностями, когда мы только-только подружились. У каждого человека свои тараканы. Но рассказывать о них первому встречному обычно считается неприличным или неприятным. По крайней мере, со мной всегда было так. Когда я была чуть помладше, я осознала, что слишком увлекаюсь и начинаю давить на людей своими эмоциями. Поэтому никто не хочет со мной общаться. И это то, что я в себе возненавидела. То, как с головой ныряю в свои увлечения. И теряю над собой контроль, когда что-то меня целиком захватывает. Так что я совсем перестал общаться с людьми, раз уж они все равно не готовы полюбить меня за то, что для меня важнее всего. Проще совсем отгородиться от них. Но в последнее время что-то со мной неладно. Не могу понять, в чем дело. Всякий раз, стоит мне перейти в клуб, сердце начинает биться, как бешеное, как будто вот-вот вырвется из груди. Меня переполняет энергии и эмоции, которые не находят выхода. Это толкает меня на странные поступки. Я не знаю, почему так происходит. Олег, скажи, мне это кажется, или Моника правда стала странно себя вести? Она всегда была такой милой с первого же дня, как я пришла в клуб. Но в последнее время, когда она рядом, мне не по себе. Я же не сумасшедшая, правда? Прошу тебя, скажи, что это не так. Я ничего не могла сказать раньше, потому что она вечно подслушивает. Но сейчас мы наконец-то одни. Мы не могли бы так задержаться еще немного. Ого. Опять. Я просто хочу побыть здесь. Только мы с тобой. Мы могли бы тут дождаться, пока из клуба все не разойдутся. А потом класс останется в нашем полном распоряжении. Никто не помешает нам читать. Никто не будет вызывать у меня желание перерезать себе горло. Ха-ха. Я пошутила. Это просто шутка. Хотя вообще-то я люблю ножи. Я вижу Монику. Это звучит странно. И ты меня не понимаешь, если никогда не замечал, какие они красивые. У меня есть идея. А давай ты как-нибудь придешь ко мне в гости. Я покажу тебе свою коллекцию. Я их покупала у разных мастеров. И стараюсь все использовать в равной мере. Не хочу, чтобы им было одиноко. Никто не заслуживает одиночества. Никто. Поэтому я так рада, что ты пришел в литературный клуб, Олег. Теперь нам больше не одиноко. Потому что мы можем быть вместе. Каждый день. Ничего другого нам не нужно. Знаешь что? А давай бросим литературный клуб. Зачем нам слушать гадости от Моники? Не говоря уж об этой жалкой малолетке. Мы могли бы каждый день вместе ходить из школы домой. Вместе читать, вместе есть, вместе спать. Разве это не прекрасно? Это все, что нам нужно для счастья. Разве не за этим ты
пришел в клуб. Тебя как будто судьба привела. Судьба вела нас с тобой. И теперь мы будем жить долго и счастливо. Я столько лет этого ждала. Ты ведь будешь со мной? Я уже не вижу, что она... Ты же будешь со мной? Будешь? Непонятный код. Кому я покажу свои стихи в первую очередь? Ой, боже мой. Ну, честно, Ладно. Но плюс этой игре именно я дам за то, что они ее продлили. Она более теперь долгая. События не так быстро развиваются. И можно прям прочувствовать, как все становится все хуже и хуже. Так, ну давайте Монике. Сейчас Моника снова сломает 4-ю стену, как я думаю. Не говори потом, что я тебя не предупреждала, Олег. Давай, Нацухи, я Юре покажу их в последнюю очередь. Я не желаю читать очередное подражание Юре, но мои стихи ты прочесть обязан. На то и есть причина. Мне правда не хотелось бы этого делать. Но, увы, у меня нет выбора. Главное, прочти внимательно. Ты меня понял? А потом катись на все 4 стороны. Я не знаю, как еще об этом сказать, но меня кое-что очень тревожит. Юрий в последнее время ведет себя как-то странно. Ты с нами всего несколько дней, так что, возможно, не понимаешь, о чем я. Но обычно она не такая. Она всегда была, знаешь, тихой, вежливой, внимательной. Так, ладно, мне сложно обо всем этом говорить, но я постараюсь взять себя в руки. Потому что, честно говоря, я очень о ней беспокоюсь. Но если я попробую снова с ней поговорить, она опять на меня открысится. Я не знаю, что делать. Мне кажется, если она кого и послушает, так это тебя. Не знаю почему. Ты только сделай что-нибудь. Может, ты сумеешь уговорить ее сходить к врачу. Я всегда хотела сойтись с Юлей еще ближе, и мне очень больно от того, что с ней происходит. Знаю, что потом я буду ненавидеть себя за это признание, но сейчас мне плевать. Я чувствую себя совершенно беспомощной. Пожалуйста, помоги, если сможешь. Я не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось. Если хочешь, я испеку тебе пирожных. Ты только сделай хоть что-нибудь. А Моника, не знаю почему, но она явно от этого всего отмахивается. Как будто хочет, чтобы мы не обращали на это внимания. Я сейчас дико на нее зла, поэтому и обратилась к тебе. Не рассказывай ей о том, что я тут написала. Просто сделай вид, что я тебе хорошее стихотворение дала, что я тебе хорошее стихотворение дала прочесть. Ладно? Я на тебя рассчитываю. Спасибо, что прочитал. Я придумала. Забудь все, что ты сейчас прочитал. Ни в чем нет никакого смысла. Юрий сама виновата, что ее никто не любит. Ты меня слышишь, Олег? Если ты будешь проводить больше времени с Моникой, все сразу наладится. Мы с Юрием слишком чокнутые, мы тебе не подходим. Ты для нас слишком хорош. Теперь думай только о Монике. О Монике и ни о ком другом. О Монике и ни о ком другом. Не о Монике... О Монике и ни о ком другом. Просто Моника. Где только Моника? Почему просто Моника? Я, конечно, понимаю, что Just Моника, просто Моника, это да, но где только Моника? Для меня, как любителя Доки-Доки,
Это просто Моника. О, нет. Нет, сейчас все будет очень плохо. Я это чувствую, я чувствую это всей душой своей. Что сейчас будет что-то очень странное и даже страшное отчасти. Наконец. Ха-ха. Юрий отнимает листок с моими стихами. Юрий прижимает листок с моими стихами к лицу и делает глубокий вдох. Мне так это нравится. Мне все здесь нравится. Олег, я хочу забрать это себе. Не возражаешь? Пожалуйста. Да, пожалуйста, без проблем. Ха-ха-ха. Олег, ты такой милый. Никогда такого, как ты, не встречала. Умереть можно. Не по-настоящему, конечно, но... У меня слов нет, чтобы это описать. Скажи, это же ничего, что я так чувствую, правда? В этом ведь нет ничего плохого. Юрий прижимает мои стихи к груди. Я заберу их домой и буду хранить в своей комнате. Надеюсь, тебе приятно будет думать, что они со мной. Я буду их беречь. Я буду трогать себя, перечитывая их раз за разом. Я порежу себя этой бумагой, чтобы в мою кровь впиталась, чтобы в мою кровь впечатались отпечатки твоих пальцев. Ха-ха-ха-ха-ха. Можешь забрать себе мои стихи. Все равно, когда ты их прочитаешь, я больше не захочу их держать у себя. Вот, возьми уже. Не могу больше терпеть. Скорее, читай. Твою мать. Я сейчас пытаюсь что-то туда читать. Так, секунду. Где тут тексты? Я дышу учащенно. Это становится нестерпимо. Я не могу перестать это видеть. Видеть, как я вонзаю нож в ее плоть. Раз за разом. Трахаю ее тело ножом. Превращаю ее в груду мяса. В голове кавардак. Мысли постоянно возвращаются. И боль пронзает мой разум с каждой из них. Это отвратительно. Нестерпимо. Отвратительно. Как можно было допустить такое в свой мозг? Но это ни с чем не спутаешь. Вожделение по прежнему кипяту у меня в крови. Мышцы во всем теле ноют от нестерпимого напряжения, которое никак не удается сбросить. Ее третий глаз притягивает меня. А вот он и третий глаз. Подожди. Я не могу просто. Либо тут... Ладно, перестану, а то это как-то слишком долго. А вот. Свежая кровь сочится из разрезанной ее кожи и медленно окрашивает ее грудь красным. Да, вот эти вот строчки самые понятные. Все. Мне кажется, что это писала именно Моника. Ой, наркомания происходит, боже мой. Тебе понравилось? Они написаны специально для тебя.
Ой, я нечаянно нажал на... Ладно, давайте допройдем. Еще думаю, где-то минут 10, думаю, хватит. Если вдруг ты не понял, тема этого стихотворения какая-то непонятная бельберда. И что самое важное, я пропитала бумагу своим запахом. Во всем клубе нет никого заботливее меня. Я... По-моему, меня сейчас стошнит. Подожди. А что тут? А вот тут... Давайте тут остановимся. Вот тут место прям хорошее. Давайте, да. Я не... Что тут? Тут же ни хрена не видно, я не знаю. Вдруг это выбор, например, попытаться именно воспротивиться, например, попытаться спасти Юли или отказаться. Или отказаться именно, следовать совету Моники, ничего не делать. Я просто не могу понять. Ладно, давайте тогда это уже на следующую серию перенесем. Ой, не могу. Непонятно вообще нифига, что это такое. Ладно. Попрошу вас, пожалуйста, нажмите на кнопочку на лайк, нажмите. Пожалуйста, нажмите на лайк, если вам понравилось. Напишите комментарий с мнением. Вы так как каналу поможете в продвижении и видео в том числе. Напишите мнение или игру, которую вы бы хотели то увидеть на моем канале. Буду рад прочитать. И заходите в описание, там есть ссылка на мой Discord сервер. Буду рад видеть новых членов в нашей небольшой семье. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.